60 лет назад произошло одно из самых мистических событий в истории СССР. На окраине закрытого Куйбышева молодая девушка Зоя окаменела с иконой Николая Чудотворца в руках. Стояние Зои стало всесоюзным скандалом толпы народа, от дома Зои разгоняла конная милиция, партийные чиновники делали все, чтобы скрыть это загадочное происшествие. Весь город гудит как улей. Вы тут сидите, а там девушка застыла с иконой в руках, как вкопанная. Говорят, ее Бог наказал. Доктор Анна задыхалась от волнения. О том, что факт окаменения девушки был, есть свидетельства очевидцев тех дней, документы партийных заседаний. Это чрезвычайное и загадочное событие произошло 31 декабря 1956 года в доме 84 по улице Чкалова. В нем жила обычная женщина Клавдия Балонкина, сын которой надумал пригласить в новогоднюю ночь своих друзей. Среди приглашенных была девушка Зоя, с которой Николай незадолго до этого начал встречаться. Все подруги с кавалерами, а Зоя все сидела одна. Коля задерживался. Когда начались танцы, она заявила: если нет моего Николая, буду с Николой угодником танцевать, и направилась к углу, где висели иконы. Друзья ужаснулись. Зоя, это грех, но она сказала: если есть Бог, пусть он меня накажет. Взяла икону, прижала к груди, вошла в круг танцующих и вдруг застыла, словно вросла в пол. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук, она будто приклеилась намертво. Внешних признаков жизни девушка не подавала, но в области сердца был слышен едва уловимый стук. Врач скорой Анна пыталась оживить Зою. Родная сестра Анны, Нина Павловна Калашникова, и сейчас жива, мне удалось с ней поговорить. Она прибежала домой взбудораженная, и хотя милиция взяла с нее подписку о неразглашении, все рассказала. И о том, как она пробовала делать девушке уколы, но это оказалось невозможно. Тело Зои было таким твердым, что иглы шприцев в него не входили, ломались. О происшествии немедленно стало известно правоохранительным органам Самары. Так как это было связано с религией, делу дали статус чрезвычайного, к дому отправили наряд милиции, чтобы не пускать внутрь зевак. Волноваться было о чем. К третьему дню стояния Зои все улицы рядом с домом были запружены тысячами людей. Девушку прозвали Зоя Каменная. В дом к Каменной Зое все же пришлось приглашать священнослужителей, ибо приближаться к ней, держащей икону, милиционеры боялись. Но никому из батюшек не удавалось что-то изменить, пока не пришел иеромонах Серафим Полос. Говорят, он был настолько светел душой и добр, что даже обладал даром предсказания. Он и смог забрать икону из застывших рук Зои, после чего предрек, что ее стояние закончится в день Пасхи. Так оно и вышло. Говорят, что Полоза после этого власти просили отказаться от причастности к делу Зои, но он отверг предложение. Тогда ему сфабриковали статью о мужеложстве и отправили отбывать срок. После освобождения в Самару он не вернулся. Телом Зоя жила, но рассудок ее уже не был прежним. В первые дни она все кричала: в грехах земля погибает. Молитесь, веруйте. С научной и медицинской точки зрения трудно представить, как организм молодой девушки мог продержаться 128 дней без еды и воды. Столичные ученые, приезжавшие в ту пору в Самару ради такого сверхъестественного случая, так и не смогли определить диагноз, который поначалу приняли за некий вид столбняка. После случая с Зоей, как свидетельствуют ее современники, народ массово потянулся в церкви и храмы. Люди скупали кресты, свечи, иконы. Кто не был крещен, крестился только, ведь известно, от испуга изменения в сознании и сердце наступает в исключительных случаях. Как правило, хорошим человек становится лишь на время. Чтобы глубоко прочувствовать суть всего духовного и настоящего, раскрыть сердце добру и любви, требуется работа души, и религиозные, как и любые внешние атрибуты, тут ни при чем. Поэтому, говорим мы о Зое или о каком другом персонаже, с которым случилось что-то из ряда вон, вопрос напрашивается следующий: почему нам, для того чтобы обрести веру, обратить внимание на себя, свои поступки, собственную жизнь, требуются драмы, трагедии или чудеса и мистика? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.